Даниэль. Харт привык держать свою жизнь под полным контролем. Каждая встреча, каждое решение и каждый день были заранее распланированы. Он считал, что дисциплина помогает избежать ошибок, а любые неожиданности только мешают. Именно поэтому однажды утром его удивило то, что он случайно увидел в зимнем саду своего большого дома, за панорамными окнами. Его сын Лукас весело кружился под музыку вместе с женщиной, которая работала в доме помощницей по хозяйству. Она спокойно показывала ему движения, а подросток старательно повторял их, время от времени громко смеясь над собственными ошибками. Даниэль не мог поверить своим глазам. Его сын никогда прежде не проявлял интереса к подобным занятиям. После ухода матери из жизни он почти перестал общаться с окружающими, предпочитая проводить время с книгами и учебой. Последние годы на лице Лукаса редко появлялась улыбка. Но сейчас он выглядел совершенно другим человеком. Увиденное вызвало у отца смешанные чувства. Его насторожило не само увлечение сына, а то, что на него сумела повлиять обычная сотрудница дома. Во время вечернего ужина Лукас заметно торопился закончить трапезу. Он постоянно поглядывал на часы, словно боялся куда-то опоздать. «Куда так спешишь?» — спокойно спросил отец. «У меня есть одно занятие, если ты не против. Опять идешь заниматься танцами». Юноша смущенно кивнул. Даниэль промолчал, но решил выяснить, кто на самом деле эта женщина. Позже он встретил ее в прачечной и положил на стол старую газетную вырезку. На пожелтевшей фотографии была известная артистка сцены София Лоренс, чья карьера внезапно оборвалась много лет назад после трагического происшествия. Женщина долго смотрела на снимок, затем спокойно сказала: «Да, это действительно я». Она рассказала, что когда-то выступала на лучших сценах страны. Однако после гибели человека, которого любила всем сердцем, больше не смогла выходить к зрителям. Каждая мелодия напоминала ей о прошлом. Тогда она решила исчезнуть из мира искусства и начать совершенно другую жизнь. «Почему именно мой сын?» — спросил Даниэль. «Потому что я увидела в нем то, что когда-то потеряла сама. Когда он двигается под музыку, в его глазах появляется свет. До наших занятий он выглядел так, будто совсем забыл, как радоваться жизни». Эти слова заставили мужчину серьезно задуматься. Тем же вечером он вошел в комнату сына. «Если тебе действительно нравится это дело, я не стану тебе мешать». Лукас удивленно поднял глаза. «Ты правда разрешаешь?» «Да. Главное, чтобы это делало тебя счастливее». С того дня все изменилось. Юноша тренировался почти ежедневно, вкладывая в каждое занятие огромное старание. Даниэль сначала наблюдал со стороны, считая это временным увлечением, но постепенно понял, что для сына это стало чем-то гораздо большим. Спустя некоторое время Лукас сообщил, что хочет принять участие в большом творческом фестивале, который должен был пройти в соседнем городе. Отец долго сомневался. Он прекрасно понимал, насколько болезненным бывает поражение. Но затем вспомнил слова своей супруги, сказанные много лет назад. Нельзя все время держать ребенка за руку. Иногда ему нужно позволить сделать собственный шаг. После долгого разговора Даниэль поддержал сына. Фестиваль оказался непростым. Победителем Лукас не стал, однако члены жюри отметили его особой наградой за искренность и выразительность выступления. Возвращаясь домой, он не выглядел расстроенным. Наоборот, поражение только укрепило его желание продолжать заниматься любимым делом. Именно тогда отец окончательно понял, что взросление невозможно остановить. Настоящая родительская любовь заключается не в постоянном контроле, а в готовности быть рядом тогда, когда это действительно необходимо. Через несколько дней София сообщила, что собирается покинуть дом.
«Думаю, моя задача выполнена», — сказала она. «Вы уверены, что хотите уйти?» — спросил Даниэль. «Конечно. Теперь он сам знает, куда идти дальше. Мое участие больше не требуется». Лукас крепко обнял ее. «Спасибо вам. Благодаря вам я нашел дело, которое делает меня счастливым». Когда машина скрылась за воротами, отец и сын еще долго стояли в саду. «Какие планы теперь?» — с улыбкой спросил Даниэль. «Работать еще усерднее. Я обязательно добьюсь своей цели». Мужчина молча положил руку сыну на плечо. В этот момент он почувствовал, что впервые за долгое время между ними исчезла невидимая стена. Теперь рядом стояли не строгий наставник и послушный ребенок, а отец и сын, которые, наконец, научились доверять друг другу. Если эта история тронула вас, поделитесь своими мыслями в комментариях. Нам будет интересно узнать ваше мнение. Не забудьте поддержать видео и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые истории. До новых встреч!